хочу вам показать кое-что. Я тоже собираю бутылки. Не приезжайте в Германию. Здесь вообще так все плохо у нас. Смотрите патефон, которая призвана хранить здоровье моей спины. Холистическая страна. Я бы сама тут играла. Рано встают, рано ложатся, работают. Как и где принимают Мюнхен беженцев? Специальное предложение. В Германии у вас заберут детей. Это все как бы бесплатно. Вот здесь дают бутылки. Немцы выходят на работу очень рано. Это вызывает у меня удивительное чувство какого-то счастья. Сервус, друзья мои. У нас в Баварии говорят сервус. Грюс Гott. Я сейчас иду в Lidl за продуктами, вот, со своей любимой подружкой, помощницей, которая призвана хранить здоровье моей спины, чтобы я не таскала тяжелые вещи в руках. Люди бегут на работу, едут. Lidl открывается в 7 часов утра и работает до 8. В будние дни и субботу, в праздничные дни, воскресенье он не работает. Немцы выходят на работу очень рано. Очень рано. Уже, вы знаете, 4 часа люди, которые подальше живут и ездят на работу S-Bahn, выходят на работу, которые машинами люди ездят. 5-6 часов выезжают. Рабочее время начинается рано. И здесь, в Германии, по вечерам очень тихо, потому что люди ложатся спать рано. Рано встают, рано ложатся, работают. И здесь вечером, если выйти на улицу, разве что в центре есть люди, а так очень тихо. Очень тихо. Даже в городах больших тихо. Сегодня утром мне пришел комментарий под моим видео, где я рассказывала о том, как и где принимают Мюнхен беженцев. И мне пришел комментарий. Значит, человек пишет: если у вас не заберут детей, ювенальная система не заберет детей. Значит, он предупреждает людей, что в Германии у вас вы приедете сюда и у вас заберут детей. Люди, я вам хочу сказать, что Германия – это вам не какая-то бесправная страна бывшего Советского Союза. Это вы вот привыкли, что там в этих странах абсолютное бесправие, и с людьми может случиться все, что угодно. В Германии такого не бывает. Это правовая страна, где соблюдаются законы. И вы знаете, чтобы забрали детей, это в Германии такая редкость. И вам лгут, когда рассказывают. Я вот так переключу камеру, чтобы показать вам немножко город. Утренний город. Значит так, по поводу ювенальной системы. Вот вас пугают, рассказывают, что у вас детей заберут. Никогда не заберут детей просто так. В Германии я имею в виду, не в других странах. В Германии, чтобы детей забрали из семьи, это должно что-то такое произойти. Бывают такие случаи, но они имеют основания. И когда вам рассказывают кто-то на просторах интернета или лично, что вот у нас нет ни про что, ни за что, вот все было отлично, и без предупреждения забрали детей, это ложь. Да, детей изымают из семьи по какой-то серьезной причине, после нескольких предупреждений, после того, как социальные работники будут приходить домой к этим людям, помогать им устранить эту причину, по которой там они хотят этих детей изъять. И если уж совсем прям ничего не работает, тогда, конечно, этих детей могут изъять или на какое-то время, пока устранится эта проблема, или даже навсегда. Но это должно произойти что-то супер вообще страшное. Я видела разные семьи из разных стран мира. Вы знаете, иногда хотелось, чтобы этих детей у этих родителей забрали. То есть реально творился трэш. Да, социальные работники приходили, они спрашивали,
чем вам помочь. Вот они приходили, играли с детьми, помогали этим матерям. Но никогда, ни разу никто даже не сказал, что детей заберут или не забрали этих детей. Приходили из школы и говорили, психологи определили, что ваши дети видят в семье насилие или еще какие-то вот вещи плохие. Давайте решать эту проблему, мы вам поможем, чем мы можем вам помочь. И вот они оказывают всяческую помощь. Но никто ни разу не сказал, что этих детей у вас заберут, если вы там что-то вот это и вот это. Поэтому вот этот комментарий, я бы хотела вот просто ответить на него, что не надо пугать других людей, рассказывать небылицы всякие и пугать Германией, что вот у вас детей заберут. В других странах не знаю. В других странах Европы я не жила. Я могу сказать только то, что я видела своими глазами в Германии. Сейчас открываются все кафе, утром магазины. И особенно мне нравится проходить мимо бекерай, пекарен. Запах свежего хлеба, запах утреннего кофе. Это неповторимое время. Вот мое любимое время дня – это раннее утро. Ну, сейчас, конечно, уже не такое раннее, 8 часов, но, в принципе, утро. И вы знаете, осень я люблю. И дни сейчас становятся заметно короче. Вот сейчас только конец августа, а дни заметно короче. Хочу вам показать кое-что. Вот смотрите, такой фонтанчик. Вы знаете, вечером его выключают, воду. А потому что нечего просто так в воде литься. Вот. Экономия должна быть экономной. А днем его включают. Вот, открывается кафе, люди завтракают, пьют кофе. И вы знаете, я вот прохожу мимо кафе, и я вижу, что в основном завтракают пенсионеры. Все-таки рабочие люди сейчас бегут, они скорее с собой берут в дорогу кофе, что-то. А пенсионеры, они выходят, и они завтракают в кафе. Я не говорю, что это делают все пенсионеры, но я вижу, что очень многие. И опять же в комментариях, я читаю, у себя в комментариях под видео, я читаю о том, что расскажите, как немецкие пенсионеры собирают бутылки, как они здесь на грани голодной смерти выживают, ведут нищенское существование. Не знаю, я не видела такого. Я не видела. Я видела, что собирают бутылки разные люди. Да, они собирают, потому что они так вот считают, что это лишняя копейка. Почему бы и нет? У них есть время. Бутылки собирают. Люди ставят их возле мусорных баков рядом, чтобы кто-то взял эту бутылку и сдал. Каждая бутылочка стоит 25 евро. Я тоже собираю бутылки не на улице, дома. Я их складываю. А когда соберется уже достаточное количество, я сдаю бутылки эти и покупаю продукты. В Германии это норма. Это не означает, что человек ведет нищенское существование и выживает на грани голодной смерти. Поэтому я не знаю, о чем вы рассказываете. Мне кажется, это что тоже такие комментарии призваны людям как-то очернить Германию в глазах других людей в других странах. Или призваны к тому, что не приезжайте в Германию. Здесь вообще так все плохо у нас. Вот вообще у нас тут все плохо, не приезжайте, мы сами тут с голоду умираем. Вот мне кажется, комментарии эти пишут именно с такой целью. Вот я уже пришла. Lidl, DM. Вот мороженка. Я вам покажу этот торговый центр. Здесь, знаете, можно с семьей приходить.
Здесь можно сделать покупки для всей семьи, отдохнуть, посидеть в кафе. Для детей здесь есть где поиграть. То есть люди сюда приходят не только за покупками, но и за хорошим настроением. Вот я вам сейчас покажу. Ну, еще сейчас все закрыто в 8 часов утра. Я имею в виду вот такие вот кафе. Они только открываются, какие-то в 8, какие-то в 9. Вот, смотрите. Ангибот. Ангибот – это специальное предложение. И вот здесь написано, что специальное предложение. Апфельштрудель – это яблочный штрудель и кофе за 9 евро. Вот такое специальное предложение действует в этом кафе, ну, когда оно откроется. Вот это кафе. Ну, там уже открылись, но еще не. И вот посмотрите, здесь можно посидеть с детьми, понаблюдать за рыбками. Тоже релакс, успокаивает нервы. Вы посмотрите, какая красота. Это все как бы бесплатно. Я знаю, что в других странах вы расскажете мне, что а вот у нас тоже так. И даже лучше, чем вы показываете. Я очень рада. Покажите мне вашу страну. Я с удовольствием посмотрю. А я вам показываю ту страну, где живу я. Вот я живу в Германии, я показываю вам Германию. То, чем лично я восхищаюсь и восторгаюсь. Не потому, что я никогда в жизни этого не видела, а потому, что я счастлива находиться здесь, и мне все нравится. Вот здесь дают бутылки, получают такой вот бумажный такой вот чек, с которым можно отовариться. Сейчас я сразу возьму, а то я потом забуду. Вот такой журнал со скидками и акциями на следующую неделю. Я сразу возьму, а то я потом просто забуду. Вот. Ну, в общем, пойдем. Вот капуста есть. Возьму, наверное, капусту. Есть вот такая вот. Это шпицколь. Евро 49. И вайсколь. Белая капуста. За евро 39. Здесь цена вот неправильно стоит. Яблоки тоже нужно взять. Обязательно. Но я вот такие вот возьму. Яблоки я возьму. Так, авокадо у меня есть. Больше ничего. А лимоны. Мне еще нужны лимоны. Вот. 1 килограмм евро 98. 1 килограмм 2,25. Ну, возьмем, который за 2,25, потому что они маленькие, и они мне нравятся больше. У них тоненькая кожица. Вот смотрите, на Дорадо скидка. Я ее и возьму. 7 евро килограмм стоит. Это вот, в общем, 30% скидка. Я возьму 2 штуки Дорадо. Буду готовить. Вот. Примерно, чтобы одинаковые были. Ну, вот это вот тоже возьму. В общем, взяла 2 Дорадо. Взяла 2 Дорадо. Взяла 2 Дорадо с 30% скидкой. Отлично. Вот здесь все для выпечки. Шоколад, ваниль. Кстати, вот в каком-то видео я смотрела, одна женщина объясняла. Смотрите, разница ванилин, цукер и ваниль цукер. Ванильный сахар и тоже ванильный сахар. Но это ваниль, а это ванилин. Так, смотрим. И знаете, чем он отличается? Вот ванилин цукер и ваниль цукер. Вот это вот синтетический ванилин, а это натуральный. И она посоветовала, сказала, что берите натуральный. У меня есть и такой, но еще на запас возьму. Выпечку я делаю часто. Вот дрожжи. Хефе – это дрожжи. Бакпульвер – это разрыхлитель. Вот такой ванилин вообще натуральный можете взять.
В общем, всякие маргарины для выпечки, мука разнообразнейшая. Я часто беру вот какао цумбакен, какао к выпечке, для выпечки, но я его использую просто пить. Ну и для выпечки, соответственно, тоже. Лимонный сок. Ну, я думаю, вы это все видели. Просто некоторые вот только сейчас приезжают в Германию, не все люди знают, как называется. Вот миндальные лепестки, тоже для выпечки хорошо. Пойдемте дальше. Вот у меня спрашивали, где я беру заменитель сахара. Вот, эритрит, пожалуйста. Вот, это вот, смотрите, 0% заменитель сахара. Я беру разнообразный. И вот такой тоже я беру. И вот такой. Здесь вот сахарная пудра, сахар-рафинад, мука внизу, яйца. Мне нужно взять яйца. Как я уже показывала, есть свободное содержание. Есть содержание в закрытом виде, в закрытом пространстве. Вот я хочу взять размер L. Я всегда беру размер L, когда я вижу. Он не всегда у нас бывает. Все, взяла яйца. Здесь 18 штук. 18 штук стоит 3,29. Смотрите, вот для пюре есть вот такая. Я купила одну, но она не очень удобная для меня. Наверное, эту тоже возьму. 2 евро стоит. Если честно, я всегда прихожу в магазин со списком покупок, что мне нужно. Сегодня я понадеялась на свою память. И я не помню, что я хотела купить. Поэтому я буду вот так ходить по рядам, в надежде, что я что-то... Ой, смотрите, какая красота. Но у меня все это есть. Ну, знаете, я бы прям вообще еще купила. И кофемолка есть. Как бы все есть. Я вспомнила, что я еще не купила. Это бананы. И вот 2 нектарина взяла. Люблю я вот такой фриш-кезе. Это такая вот намазка на хлеб. Она бывает меньше жира. Вот на 30% меньше жира написано. Баланса. Я ее и возьму. Давайте сравним калорийность. Вот для сравнения калорийности сравниваем. Так, люди, кто придерживается, смотрим, здесь 190 килокалорий, а в этой 243. Но, как говорится, для тех, кто следит за калориями, каждая калория на счету. Вот мой любимый творог. 0,2% жирности и очень вкусный. Очень вкусный творог. Йогурт. Мне нужно йогурт. Нет, мне не нужно йогурт. Или нужно. Вот такой йогурт. 2% жирности. Греческий, густой. Очень вкусный. Не кислый. Ага, молоко мне нужно взять еще. Беру молоко. Биофрише. Смотрите, можно взять молоко длительного хранения, это будет дешевле, за евро 0,5. А если свежее молоко, за евро 15. Вообще за 99 центов можно вот взять длительного хранения, обезжиренное. Это 1,5% тоже. Ну и возьму 2 молока. 1,5% свежего. Чем мне нравится Lidl, здесь можно все купить сразу, и продукты, и для дома, и все по доступной цене, и хорошего качества, знаете. Мне нравится качество в Lidl.
Вот, смотрите, для очистки труб. Есть вот такое средство за 3,75. У меня такое дома есть. Я хочу попробовать еще вот такое за евро 25. Попробовать. А его, наверное, здесь меньше. Нет, здесь 1 литр и здесь 1 литр. Посмотрим. Возьму еще вот такое вот универсальное моющее за евро 95. Еще смотрите, вот такой вот за 3,75 есть для ванной. А это просто для всего. Значит, убивает бактерии и дезинфектор. Вот как бы. И что взять? Наверное, мне нужно сейчас для ванны. Сейчас подумаю. В общем, я возьму вот такое вот средство. Посмотрим. Это поставим на место. Еще беру вот такие вот мусорные пакеты за евро 0,5, 25 литров. Вот посмотрите, можно взять вот такой буклет, где рассказано о аусбильдинге, то есть обучении и работе последующей в Лидле. Я брать не буду, потому что я не собираюсь именно в Лидлу работать. Хотя я знаю люди, которые сюда идут, и немцы, молодые ребята после школы. Вот смотрите, в этом Лидле, конкретно в этом Лидле, я увидела, что есть ячейки, где можно оставить свои сумки. Не в каждом Лидле это есть. Интересно, мне одной вкусный кофе вот в таких автоматах. Очень люблю, если честно. Но сейчас не хочу. Все, я закончила свои покупки. Поднимаюсь наверх. Буду идти домой. Зайду еще посмотреть на рыбок. Не знаю, почему-то, когда я на них смотрю, это не просто релакс, это вызывает у меня удивительное чувство какого-то счастья. Смотрите, какой сом. Нет, это не сом. Смотрите, какая рыба. Это какая-то донная рыба. Камбала, может быть. Но я не знаю, я не разбираюсь в рыбах. Вы посмотрите, какая красота. Да, в таком месте приятно проводить время. Что у меня там получилось по чеку? Давайте посмотрим. Нормальные люди возле кассы проверяют, я проверяю по ходу. Вот 55, 98. 55, 98. Вот так. Вот то, что я купила. Можете поставить на паузу, посмотреть, что почем. Посмотрите, отсюда видно, вот внизу тоже место для прогулок. Вот сейчас спустимся. Я спущусь специально вам показать вот это место тоже. Для детей. Вот что еще в Германии, здесь жизнь неспешная. Вот то, что первое мое такое впечатление о Германии, это неспешная жизнь. Люди не задерганные. Неспешная жизнь, это я имею в виду, что люди не задерганные. Они могут проводить время после работы со своей семьей и не беспокоиться о завтрашнем дне. Вот посмотрите, это обыкновенный вот торговый центр. А вы знаете, вот детские площадки в Германии, это вообще отдельная песня.
Вот такие тоже интерактивные рыбки. Вот, посмотрите. Я бы сама тут играла. Это рыбы. Ну, это понятно, что это интерактивно, но это так интересно. Здесь есть книги почитать, отдохнуть. Очень уютно. Просто сидеть и читать. Кто работает или, допустим, с ноутбуком прийти и работать здесь. Шахматы, шашки. Вот такое вот место для проведения семейного досуга. Смотрите, патефон. Здесь же вот такая спортплощадка. Я видела здесь днем. Ребята занимаются, ну, молодые дети, подростки. Вот так вот можно обычный поход за продуктами превратить в интересное времяпрепровождение. Давайте посмотрим погоду сегодня. Сейчас 13 градусов, но я не успела посмотреть, что будет днем. Ну окей. Главное, что я знаю, что сейчас 13 градусов. Ну, на улице не холодно. Так, пора идти домой. Время завтрака. Нужно завтракать. В 9 часов утра я завтракаю. Home office. Посмотрите. Вот home office. Пожалуйста, приходите, работайте здесь, занимайтесь здесь, учитесь, проводите время приятно. Не только с пользой, но и приятно. Вот. Пока я сходила в Lidl, город стал заметно живее. Но уже кто работает, те уже находятся на работе. Теперь жители идут по своим делам. Я хотела рюкзак зайти купить. Это нужно мне днем прийти. Я увидела в витрине вечером рюкзак Adidas за 30 евро. Я вот думала посмотреть на него. Может, какой-то другой, конечно, куплю. А может и этот, если он мне подойдет. Мне нужно достаточное количество карманчиков. Это, смотрите, тыква. Я не вижу на ней, конечно, плодов. Хоть бы один плодик увидеть. Но цветы есть. Вот так написано «Wir suchen Azubis», то есть они ищут учеников для Ausbildung и для работы здесь. Вот, кому интересно, пожалуйста, здесь есть email, куда можно обратиться. Может, кто-то живет здесь рядом. Вот такое доброе, прекрасное, чистое, умытое утро. Прекрасный воздух.
Что может быть прекраснее, чем мирное, спокойное утро, когда не нужно беспокоиться, когда не нужно переживать ни о чем, решать только проблемы ежедневные. Вот я вам говорила, в этом кафе люди по утрам уже встречаются знакомые, посидеть, поговорить, позавтракать. Пенсионерам не нужно торопиться. Они приходят, проводят время вместе. Вы знаете, в Германии я заметила, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, они не оторваны от жизни. Для них здесь все приспособлено, чтобы они могли вести нормальный образ жизни. Выходить на улицу, встречаться, общаться. Когда-то одна женщина написала, что, видимо, в Германии плохая медицина, раз здесь так много инвалидов на улицах. Вот просто очень много инвалидов в инвалидных креслах. Я сказала, говорю, а может быть здесь хорошая медицина и хорошие социальные условия для этих людей, что они не закрыты в 4 стенах, а они могут выходить на улицу и вести жизнь вне дома. Здесь все, общественный транспорт, все места общественного пользования, они все приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Поэтому здесь медицина на своем месте. И социальное обслуживание, социальное обеспечение на своем месте тоже в этой стране. Смотрите, какая прелесть. Это в НКД я сейчас. Но я покупать ничего не буду, просто я смотрю. Вот это тоже мне нужно, потому что у меня сейчас появляются цветочки. Ой, какие лампы, как я их люблю. Сколько это стоит? 12,99. Это для... Это такая вот лампа. Что я могу сказать? Но мне больше ничего не нужно. Это просто посмотреть. Вот 50%, пожалуйста, скидка. Тоже скидки. Везде скидки. Вот что значит рыночная экономика. Капиталистическая страна. Все борются за покупателя. Делают ангиботы, то есть специальные предложения. Скидки постоянно. И люди могут даже, которые имеют на это время, ходить, смотреть, в каком магазине какая скидка, и покупать все необходимое по приемлемой цене. Вот такое прекрасное утро. Друзья мои, спасибо всем, кто уже поставил лайк и подписался. Спасибо, что провели это утро со мной. Хотите больше? У меня есть плейлисты, переходите по ссылке в описании. Там про жизнь в Германии, честно и без прикрас, про дом престарелых, где жила моя мама, и про приют, где она живет сейчас, а также про работу в Германии, как меня уволили и другие важные темы. Читайте все в описании. А если вам ближе уют и спокойная жизнь, заходите в мои плейлисты с рецептами, прогулками и нашим с мамой путем к стройности. Там много тепла и практических советов. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.